Добрый день! Продолжаем знакомить вас с русской культурой. Сегодня на очереди довольно сложная тема – литература. В целом у нас нет задачи подробно рассказывать вам о истории всей русской литературы. Однако не упомянуть какие-то моменты было бы неправильно. Но начнем мы с золотого века русской литературы. Именно тогда свою популярность начали набирать русские поэты и писатели, известные на весь мир. Разумеется, самым ярким из них был Александр Сергеевич Пушкин, который писал в разных жанрах, как поэзию, так и прозу. Можно сказать, что он был буквально олицетворением русского золотого века. Также хочется выделить и других поэтов того времени. Лермонтова с его романтикой, а позже реализмом, Тютчева, рассуждающего в своих стихах на философские темы, ну и, разумеется, Некрасова, говорящего на остро-социальные темы в своих произведениях. Стоит сказать и о прозаиках того времени. Николай Васильевич Гоголь, в произведениях которого реальность и фантастика причудливо переплетаются, а сами произведения направлены на социальные проблемы. Свои романы в реализме пишут Лев Николаевич Толстой, Иван Сергеевич Тургенев и Федор Михайлович Достоевский. Ближе к концу XIX века свою популярность обретают другие писатели. Максим Горький, Антон Павлович Чехов. Их произведения также направлены на проблемы в обществе. Тем временем на смену золотому приходит серебряный век. И тут направления автора сменяются так быстро, что мы рассмотрим буквально по одному представителю от каждого направления. Начнем мы с Сергея Есенина, который в противовес вошедшей в моду городской поэзии пишет большое количество стихов о деревне, о деревенской жизни, впрочем, не обходя и тему любви. Александр Александрович Блок также достоин упоминания. Вся его поэзия полна символами, смыслами и насказаниями. Самой же яркой фигурой того времени принято считать Владимира Маяковского, который огромное количество раз экспериментировал в своем творчестве как над содержанием произведений, так и над их формой. Тут не стоит забывать и о двух поэтессах того времени – Анне Ахматовой, раскрывающих в стихах свои чувства, и Марине Цветаевой, пишущей совершенно нетипичные для того времени стихотворения. Переходим к советскому периоду. Большое количество литературы подвергалось цензуре после революции 1917 года, однако все равно остается большое количество авторов, о которых хочется рассказать. Один из наиболее ярких писателей того времени – Михаил Булгаков. В своем творчестве он обращается к теме человеческой натуры, к общефилософской проблематике, а также к проблемам русской аристократии после событий революции. Нельзя не упомянуть и о двух лауреатах Нобелевской премии по литературе того времени. Первый из них – Иван Бунин. Темами его творчества являются, по сути, вечные темы литературы. Это природа, родина, счастье и любовь. Второй – Михаил Шолохов, центральное место в литературе которого занимает Великая Отечественная война и ее последствия. Должны быть также названы Борис Пастернак, Николай Островский, Аркадий Гайдар. Однако про них вы можете узнать больше сами. Если же говорить о современной русской литературе, она крайне сильно дробится на направления, а значит, вам нужно искать то, к чему лежит ваша душа. Мы здесь хотим порекомендовать лишь одного писателя, который в последнее время набрал популярность. Это Виктор Пелевин. Всем удачи и приятного чтения!